Добрый день. В наличии вот такой вот DVR, цифровой автоматический регулятор напряжения для генератора Marathon 2000+. Вот у него есть такая история. Я покажу. Он не работает, дает ошибку по перенапряжению, напряжение 465 вольт. В общем, это у нас такой экземпляр, на котором можно потренироваться, показать, как считывать с него данные, как загрузить стоковые данные, заводские настройки, а также поменять кое-что можно, изменять какие-то параметры и вообще ознакомиться с программой. Для того, чтобы приступить к работе, нам нужен шнур, COM-порт на USB. Я использовал фирмы Unitec. Коробка его, модель U105. Ну и сам лаптоп. Для начала обратимся к инструкции. Вот наша инструкция. Зайдем на страницу 29. Так, нам нужны знать распиновку, подать питание на сам DVR и подключиться к нему. Так, питание подается на клеммы 3 и 4. Также обратите внимание, что у нас есть разъем J3, это Кайхан Кайнлоу, разъем коншины. В инструкции очень много полезной информации, распиновка коншины, распиновка самого разъема компорта, а также данные, где что подключается. Питание у нас 230 вольт AC, частота 60 Гц. Включаем разъем компорта. Нам нужна программа DVR Portal 2015. Вот, она у меня уже установлена, ее можно легко найти в интернете. DVR Portal. Что ж, подключаемся к DVR, нажимаем Connect. Нет. Что ж, подключились к DVR. При первом подключении вам надо зайти в меню администрации и выбрать COM-порт. Система предложит COM-порт. Если она его не предлагает, то пощелкать COM1, COM2, COM3 и подключиться к DVR. Менюшка довольно информативная. Здесь она считывает информацию, температуру, обороты. Здесь уставка по напряжению. Здесь мы можем увидеть напряжение по шинам. Меню конфигурации. Генератор у нас работает он в паре с двигателем C18 550 киловатт. Наш генератор, фрейм у него 574. Вот модель генератора. Мощность 550 киловатт, 440 вольт, 60 Гц, 1800 оборотов. Возвращаемся обратно к программе. Это мы здесь все можем увидеть. Режим у него AVR3. Возбуждение включено. Здесь его серийный номер можно прочитать.
Возвращаемся обратно в меню конфигурации. Здесь у нас уставки. Вот наши 550 киловатт. Здесь можно поменять напряжение на регуляторе, поставить, допустим, 380 вольт. Нажимаем Apply. Видим, что что уставка изменилась на 380 вольт. Уставка поменялась. Так, что у нас здесь еще? Защиты. Уставки по защитам. Over voltage, under voltage. Reverse power 10%. Основные настройки здесь. И шины по настройки по шине. Также можно сделать сброс заводским настройкам. Видим, что выдало ошибку. Мы сбросили заводским настройкам. Конфигурация поменялась. Фрейм изменился. Режим тоже изменился. Выдало целую кучу ошибок. Что ж, давайте загрузим на него прошивку. Мы загрузили прошивку с первого генератора. Вот мы видим, что все обратно поменялось. Параметры изменились. Конфигурация, фрейм изменился. Режим также стал AVR3. 3 фазы. Возбуждение выключено. Если мы сейчас включим возбуждение, то увидим, что AVR переходит в режим RAM. Также здесь можно симулировать реактивную нагрузку. По идее, брейкер должен щелкнуться. Вернем обратно. При нажатии Apply должен брейкер отщелкнуться, но я не проверял. Возвращаем в обратный режим. Так, если мы хотим сохранить конфигурацию с AVR, мы заходим в Save Config. И здесь мы можем сохранить данные. Допустим, я уже подписывал обучение для YouTube. Сохранить. В принципе, ничего сложного нету. Менюшка довольно информативно понятная. Разобраться несложно. Надеюсь, вам было полезно. Отключаемся. Спасибо за просмотр. До новых встреч.